Книга 3. Тао. Путь вознесения. Как применять язык света, чтобы способствовать вознесению? Мысли формы языка света прокладывает человечеству мост от современной системы убеждений, построенной на полярности, к новой мысли форме, основанной на единстве и отсутствии полярности. Модуляцию языка света можно сравнить с модуляциями творения, также известными под названием биджа-мантр, которые необходимы для обеспечения жизни в третьем измерении. Земля и все на ней живущие, включая человечество, совершает переход из третьего в пятое измерение, или другими словами, возносится. Для осуществления этой цели должен быть построен мост из модуляций, который создаст проход из третьего измерения в пятое. Язык света представляет собой вибрации и модуляции, использующиеся для трансформации и трансмутации воплощений при вознесении. Вознесение представляет собой биологическое изменение, при котором форма понемногу повышает вибрации, чтобы постепенно перейти в другое измерение. Когда это происходит, мыслеформы, присущие старому времени, и значимые для него, просто увядают. Чем больше вы повышаете вибрацию, тем меньше остается в вашей жизни пространства для старых, основанных на страхе мыслеформ, которые заменяются новой парадигмой объединенного сознания. Сейчас генетическая информация для достижения состояния бодхисаттвы стала доступной всем тем в человеческой форме, кто пожелал совершить вознесение в данное время истории. Мы получили указание ознакомить каждого из вас с некоторыми способами включения языка света в вашу жизнь для энергетической подпитки вознесения. Многие, присоединившиеся к парадигме единства и вознесению, уже начали использовать язык света в своей целительской и преподавательской деятельности. Некоторые присоединившиеся начали использовать язык света вместо символов рейки, и предлагают язык света для настройки. Язык света является следующей после рейки, и более высокой октавой. Рейки предназначалась для осуществления определенной фазы пробуждения человечества, а язык света может успешно поднять процесс на следующий уровень. Язык света преодолевает все стереотипы привязанности и собственничества, чего не делают символы рейки. А чтобы реализовать следующую фазу вознесения, необходимо постепенно освободиться от всех привязок. Привязки можно увидеть как крошечные жгуты энергии, соединяющие человека со всеми людьми в его жизни, принадлежащими ему вещами, домашними животными, растениями. Чтобы вознестись, от этих привязок надо освободиться, поскольку они постоянно забирают из поля энергию. Как в спущенном колесе, каждый жгут создает в поле дырочку, через которую утекает энергия. При вознесении вы навсегда освобождаетесь от жгутов, и все сильнее опечатываете свое поле, чтобы удерживать нарастающее количество энергии, и поддерживать более высокую вибрацию. Любое изменение в эфирном плане вызывает соответствующее биологическое изменение, которое дает форме возможность поддерживать на молекулярном и клеточном уровне более высокую вибрацию. Настройка другого человека на язык света, прежде всего, требует самому настроиться и вместить каждую модуляцию языка света. Нужны целители, производящие такую настройку в качестве составной части сеанса целительства. Вместе с тем, вы просто можете сделать символы языка света частью своей повседневной жизни и концентрироваться на модуляциях, постепенно вводя их в свое поле. Сами модуляции очень похожи на гамму. Первая модуляция является вибрацией, именуемой прощением. С вмещением этой вибрации осуществляется определенная часть биологического вознесения и изменения в эфирном и тонких телах, окружающих форму. Вторая модуляция имеет немного более высокую вибрацию и называется структура. С ее вмещением также осуществляется следующий этап биологического вознесения с изменениями в эфирном и тонких телах,
окружающих форму. Каждая модуляция содержит всю информацию, необходимую для восхождения к следующей фазе вознесения. Пожалуйста, отметьте, что сначала вы должны пройти 1024-е посвящение, или ваша форма должна стать кристаллической, прежде чем вы сможете начать фазу вознесения к уровню бодхисаттвы, при вмещении языка света. Вслед за единичными тонами языка света идут так называемые двойные модуляции, которые используют два из первых 48 знаков линейки символов, и комбинируют их для создания новой, и более высокой вибрации с новым значением. В своем индивидуальном вознесении, вмещая любую двойную модуляцию, начинается процесс восхождения от состояния, называемого бодхисаттва, к Махавишну, или вмещение 15 тысяч цепочек ДНК. Восхождение на уровень Махавишну вмещает еще более высокую октаву вибраций, нежели состояние бодхисаттвы. Земля, как целое, самыми быстрыми темпами повышает вибрацию. Человечеству, чтобы идти в ногу и не отстать, необходимо быстрее двигаться вперед. Мы предлагаем каждому, совершающему сейчас вознесение, использовать язык света для подпитки движения вперед индивидуального вознесения. Тем, для кого концепция вознесения является новой, мы предлагаем выразить намерение вознестись. Через сознательное намерение к вознесению, оно реализуется для любого человека, стремящегося сделать это в данный исторический момент. Выбор вознесения означает, что во времена очищения, жизнь не заканчивается смертью через болезнь, и появится возможность жить настолько долго, чтобы увидеть рождение для человечества на земле новой эры покоя, радости, единства и любви.